Тина Том, я о себе любимый, продолжаю насматривать мастеров живописи. Это очень хорошо. Но в то же время меня всю мою жизнь ставили в рамки. А я сопротивлялась. Ну, зачем нам рамки внутренние? Сейчас могу именно в моей мазне быть самой собой. Чувствовать, искать смысл жизни, радоваться, плакать, восхищаться. Как можно человеческую душу засунуть в какие-то рамки, действительно. Но мы же даем согласие. Да, мы маленький, но я даже не знаю, вот у меня сын там второклассник, его не особенно-то засунешь в рамки. То есть стержень, если есть, все равно растение прорастет даже через асфальт. Ну ладно, дальше. Будем настоящими, не отвергая знаний в той степени, которым обладаем. Учусь без. Ну, в силу причинно-следственных связей наши души все разного возраста. Кому-то нужно долго побыть вот спеленутым, да, и будучи взрослым. Кому-то меньшее количество времени. Но рано или поздно произойдет то, что человек оковы свои разрывает. Потому что нет ничего дороже свободы. В творчестве тем более. И когда она обретается, это некое парение над землей, над правилами, над любыми какими-то сдерживающими факторами. Ты просто летишь, ты дальше развиваешься, ты познаешь мир свободы в творчестве, в живописи, в любом искусстве. Но я за то, чтобы эта свобода не была такой оголтелой, все можно, а все-таки она должна, ну как здание, оно же стоит все-таки на земле, сила тяжести-то есть, оно притягивается, значит, должен быть фундамент. Фундамент – это крепкий рисунок, по крайней мере, для меня это важно. Ты должен уметь рисовать. Да, ты можешь потом это все трансформировать, но когда художник не умеет рисовать, это видно. И когда он умеет, но стилизует или какая-то трансформация в рисунке, это тоже видно. Ты должен почувствовать, что такое композиция, пробовать разные варианты отхода от привычных правил в сторону поиска новизны в композиции. Но все равно это же композиция, она же будет. Да, ты нарушаешь какие-то золотые сечения, какие-то принципы, но это же все равно в кадре-то что-то будет. Не будет же просто белый холст без всего. Если что-то там есть, какие-то объекты, значит, это уже композиционное решение. Его нужно просто найти. Да, современное, да, необычное, но решение. Поэтому я предлагаю все-таки изучить какие-то основы композиции. Кстати, у меня есть на эту тему урок с многочисленными примерами, где я показываю на основе своих работ, как я мыслю в той или иной работе. И хочу этим уроком, кстати, заразить вас на открытие, на ваше открытие. 13-й урок «Композиция в пейзаже». 10% скидка на все уроки. Заходите. Онлайн-школа работает, в том числе и для иностранных пользователей.